Здравствуйте, дорогие наши! Я очень рада сегодня с вами встретиться. И встречаюсь я сегодня с вами вот здесь в гостиной, где ребятишки, где Снежана, Анюта и Ванечка занимаются на таком акробатическом мате. Но больше всех, конечно, испытывает удовольствие Снежана. Вот бы нам в детстве такое привезли ей. На Валберес заказывали мат. Давно она его хотела. Ну, наконец-то нашли такой 2 метра на метр. Были разные, но вот нашли такой, какой она прям в восторге от этого, не останавливается. И покоя теперь, конечно, дома вообще нету. Она прыгает со всеми, и с Максимом, и с Костей, и с Ванюшкой, и с Анютой, и со всеми, и с Василисой тоже. Ну, а сейчас перейдем с вами, я хочу показать небольшую распаковку. Вот яблочки мы купили по 55 рублей килограмм. Но тут я извиняюсь за свой голос. Все слышат, что я болею. Ну а также мы готовимся к турслету. И футболки нам вчера пришли. В общем, у всех маленьких детей, смотрите, какие футболочки. Наша команда, да? То есть сердечко, семья, сердечко. Мы же семья. Это вот 102, это вот Снежанкина футболка. Такая же у Вани. Так, Ваня, Анюта, Снежана, Костя, Максим. Костя, Максим. Да, вот у этих, у всех детей, у всех такая футболочка будет. Невозможно найти все одинаковые. Нашла бы все одинаковые такие, всем купила бы. Вот такие вот будут тоже сердечко. Да, я тоже сама хоть гляну на нее. Вот эти футболочки, это Ульяна и Василиса. Для девчонок. Тоже, в принципе, основополагающее сердечко нормально будет. Там как бы и не требуется такого, ну, просто чтобы вот интересно было. И у нас, у взрослых, в этот раз вообще не получилось. Будут вот такие. Взрослые кто? Никита, папа и я. Тоже сердечко будет у нас. То есть вот такие футболочки 3 у нас и у взрослых. Ну, мне кажется, даже интересно получилось. То есть цвет одинаковый. Хотя, конечно, вот те футболки качества хорошего, эти уже не такие. Цвет чуть-чуть такой. Ну, ничего. Цвет одинаковый, черный. И главная частичка — это сердечко, это наша семья. Такие вот футболочки набрали, получили вчера на Валберес. То есть можно сказать, что мы готовы, уже одеты, потому что, ну, штанишки у нас есть у всех, кроссовки тоже есть одинаковые, всем не надо. А футболочки купили, кстати, с этими футболочками всегда проблемы. Я как вспомню, как мы их искали. У меня сел голос. И я знаю, что сейчас самое мало комментариев 5 будет. Вы курите, вы курите, вы курите. Вы знаете, мне в эту минуту всегда охота написать «да». Но я немножечко так думаю, потому что, ну, есть люди, кто примет это за чистую монету. Но я бы не хотела себе такое. То есть я не курю. Зачем говорить «да»? Поэтому я астматик, болеют все в семье. Я пью антибиотики сегодня 2-й день, дышу ингалятором, детки тоже все лечатся. Ну, вчера вечером уже более-менее, Анюта вчера была 38 температуры, сейчас уже нету температуры, я ее вчера хорошо полечила. Мы только вчера воды сколько выпили, я им и травку запаривала, и воду с медом пили, что мы только вчера не делали. Ну, и лекарства, которые назначила доктор. Но это я про голос просто. Я знаю, что сейчас будут такие вопросы. Так, что еще купила? С Валберес заказали вот таких 3 органайзера. Почему принесла показать, хотя уже поставила их даже на полку, куда заказывала. Мне они очень понравились. У них такая твердая, дно такое твердое. Смотрите. Они сами твердые, довольно-таки дорого смотрятся. Довольно-таки мне понравились. То есть это лен, хорошо смотрятся. У меня в один такой органайзер влезло 2 маленьких одеяла детских. Я убрала,
чтобы ими не пользовался. То есть вот такой он вместительный получился. 3 штучки в комплекте стоят, по-моему, 1500 рублей. То есть не дешево, но они того стоят. То есть хорошо прям такие. Мне понравились. Так, это все вещи. Ну, рюкзаки также пришли. 2. Это пришел один Никите, а один Ивану Старшему. Ему тоже нужен рюкзак. Скоро детям ехать в лагерь или в санаторий. Я зимой такая смелая была, говорила, всех отправлю, все уедут. И уже прям недели 2 болею. Ванька, ну меня, конечно, будут прям, наверное, требовать, чтобы отправлять. Я не представляю. Хотя он уже был, и он, главное, ждет этот лагерь больше всех. Ему же тоже еще рюкзак надо, представляешь? Но ему надо, я не знаю, такой он не утащит. То есть ему тоже нужен рюкзак. Будем мерить, будем заказывать, ему тоже смотреть. Хорошие рюкзаки. Мне они очень нравятся. Люди тоже, девочки, вы разные пишите в комментариях. На самом деле вещь хорошая, поэтому показываю. Максим целый год относил. Ни одной дырочки нету вообще. Красота. Вот всем детям по 2 купили, у него вообще отлично. Хотя носит его так. Действительно полный такой. Так, дальше. Самое главное, что хочу показать. Смотрите. Наверное, уже вы заметили и не можете понять, что же это такое здесь стоит. И почему оно здесь стоит. Да, оно здесь стояло всю ночь. Мы вчера приехали, и вчера не было в планах этих заниматься, но они в стаканчиках, видите. Мы хотим, она цветет. Клубника ремонтантная, да? Которая, вот она в прошлый год, эта клубника, вот пока в декабре морозы уже, да, не ударили, а так до декабря эта клубника была. Она сейчас вот начнет, и весь год она, ой, вот весь сезон до морозов, до заморозков, до сильных. По-моему, в том году даже снег выпал, да, на ягодках, ягодки были, снежок выпал. То есть пока вот не будет сильных морозов. Я только здесь с этой клубникой познакомилась, звезда называется. И вот вчера у женщины увидела, в стаканчиках она так свой труд бережет, порассадила, то есть корешки здоровые, все уже с цветочками набрато. Ну, сегодня-завтра будем высаживать, сейчас поедем по делам, приедем и вот будем заниматься. 26 кустиков купили. Вообще вся клубника на черной пленке, на черной ткани будет. А вот про эту я с Иваном разговариваю. Для того, чтобы ее размножить, нужно, чтобы она давала отросточки вот эти. Наверное, говорю, Иван, давай такую грядочку, маленький рядок сделаем, чтобы она давала отросточки, и мы могли рассаживать ее, чтобы она у нас была кормилицей. То есть вот этот год, ее же не надо каждый год пересаживать, на следующий год. 26 таких кустиков шикарных купили. Я думаю, эти 26 кустиков хорошую грядку нам сделают, большую, чтобы дети в меру вдоволь заходили, сколько хотели, кушали. Но вот такие покупочки. Сейчас мы полетели в город. Нам нужно документы довести до конца. Парней собираем в санаторий. Ну и посмотрим, что дальше будет. Ну вот, я уже вернулась домой. Иван, муж мой, опять уехал, взял с собой Ульяну. Он повез партию меда. Надо в компанию Боксбери повез, чтобы отправлять. Ну, а я... Ой, и взял с собой Ульяну для того, чтобы оформить пушкинскую карту. Надо было в НФЦ срочно. Очень уже прям требуют эту пушкинскую карту. То только в опеке к нам обращались, просили. Ну, а теперь даже в школе прям настаивают, чтобы побыстрее сделали. Все
парням сделали, кому исполнилось 14 лет. Ульяна одна у нас осталась. Но я приехала и начала заниматься маленькими девочками, их комнатой. Вообще, я уже полгода, Снежане вот в марте исполнилось 9 лет, а Нюте будет только в июле 9 лет. Вроде бы они еще и маленькие такие девочки, но они у меня, если честно, я думаю, наверное, самые изнеженные из всех. Я их все берегу, и девочки, в принципе, вот уже несколько месяцев работаю над тем, чтобы девочки учились вот верха. То есть уроки сделали, встали со стола, все убрали. Из-за стола вышли, что-то делали, утром проснулись, а сразу кроватки заправили. То есть, чтобы не было такого, что девочки вышли из комнаты и заправляли кровати. Также шкафы, вот на ихних полочках, в их шкафах навела порядки и контролирую, чтобы не было как раньше. Подбежала, штанишки снизу третьи вытащила, все раскидала и побежала. То есть сейчас они научились уже в своих шкафах постоянно поддерживать порядок, насколько они могут. Ну, а я уже корректирую для того, чтобы у них было чистенько. Ну, а сейчас в комнату. Я решила, что теперь будем убираться мы с ними вместе в этой комнате. То есть они будут убирать верха. Вот я села и сижу. Мне бы, конечно, самой бы уже проще было все переделать, и была бы чистота и порядок. Но я выдерживаю такую паузу, подсказываю, они у меня все спрашивают, что можно выкинуть, что нет. Мы высыпали игрушки с их комнаты, в их ящики, которые в их комнате именно находятся. Вон у нас это уже второй мешок у нас под мусор. Первый мешок мы на столах убирались, пакет был. Теперь у нас на полках убирались, которые у них висят. Теперь вот мы игрушечки высыпали. То есть пытаюсь их научить следить за своей комнатой. Маленькие, да, но уже взрослые. Вот Снежану постоянно прошу: доченька, вот на этой полочке лежат только учебники, а вот там находятся листочки, тетрадки и то-то, то-то. Ну, Снежана прибегает, туда куколку, туда то-то, то-то. Но вот уже какое время она старается поддерживать. И Анюта также. Анюта, вот она больше любит убираться, что-то делать. Она вообще любит убираться, безумно любит. Она, я не знаю, со скольки времени она сама начала себе заправлять кроватку. Сама встает, сама заправляет, да так аккуратно все делает. Снежанке больше нравится попрыгать, поскакать и мне что-нибудь на кухне помочь. Вот это она любит. Но ничего, мы пытаемся научиться следить за порядком, следить за вещами. Вообще меня еще к этой мысли очень натолкнула наша классная руководительница. Была я в тот раз же на собрании, и она тогда прям с криком души ко всем родителям: ничего, говорит, понять не могу. Приходят, тут ручка есть, то есть не только к моим деткам, а ко всем, вообще ко всему классу. Ручка есть, тут уже ручки ни у кого нет, уже у меня просят. То есть из-за стола встали, из-за парты убежали, все бросили, раскидали. Вот мы с девочками какое-то время отрабатывали, что за стола встаем, из-за парты в портфель все убираем, следующий предмет достаем, красиво, чтобы все лежало на столе, чтобы порядочек был. Но теперь вот мы в школе они научились, они прям первое время для них была это как игра, они прибегали: мама, мы сидели вот так, ручки складывали, у нас на столе порядок на парте. Ну а теперь вот мы начинаем с ними комнатой заниматься. Сейчас они убираются в этом кукольном домике. Конечно, я, если честно, каждый раз говорю, что я его унесу в детский сад. Мальчикам дорогу заказывали, много кукол сломанных, я их вот выбрасываю, чтобы девочки их убрали, потому что разломано. Они мне сказали, что они убрались в кукольном домике, я пришла, а там караул. Они, в общем, беспорядок, прикрыли куколками, и все нормально, но теперь убираются. Зато когда они спать ложились, они говорили: мама, смотри, как у нас чисто в комнате. Я говорю: да, девочки, вот если вы так будете поддерживать, у вас всегда будет чисто, и вам не нужно будет столько тратить времени на уборку.
Ну вот этот кукольный домик, они: нет, мама, не уноси его. Я вот дорогу мальчикам покупали, такая дорога для автомобилей. И вот она тоже все то разобрано лежала, то что еще что-то. Я говорила, и мы в конце концов унесли Ваню в детский сад. И теперь Ваня гордится, что у него там дорога. Вот представляете, Снежанкину кроватку, диванчик отодвинула, а там караул. Хотя у нас в комнатах уборка проходит каждый день. Но вот девочки увидели сами, первый раз в жизни. Анюта 8,5 лет, почти в 9, тут скоро 9 будет, Снежана в 9 лет. Убирают под своей кроватью. У них уже второй мешок полный мусора. Там карандашиков сколько было, ручек сколько, хороших, которые они подняли. Сейчас вот я все попылесошу и помою, потому что ну столько мусора у них там. Вообще уже обойки где-то отклеиваются, уже надо начинать заниматься ремонтом за столом. То есть мне очень легко самой нагнуться и все убрать. Но прошу их: девочки, давайте, батареи. Девочки, давайте протирать батареи. Батареи должны быть каждый раз тоже. Это же пыль, она на них садится. Вы ей дышите. Да ты что, мама, да. Ну, с радостью. Для них это какая-то прям игра. Еще они бы, конечно, хотели и мыть сами, но мыть я уже себя не смогла пересилить. Я просто не выдержу, если они еще и мыть сами будут. Это еще сколько времени надо. Я еле дождалась, пока они убрали верха. Ну, вот такие мы сегодня с ними порядки наводим для того, чтобы... Пусть, может быть, кто-то скажет, что рано я так начала этим заниматься. А мне кажется, нет, нормально. Вот Анюта с удовольствием натирает свой стол. Вытирает шкафчики. Где-то все в пластилине, где-то еще в чем-то. Они же и лепят. Что они только тут не делают. Ну, а я сейчас помою, мы сейчас задвинем с ними все, и у нас будет чистота и порядок. У них вот эти лампы, которые у них над столами стоят, на самом деле это мои лампы, которые я использовала для педикюра с увеличительным стеклом, с увеличительной лупой, там она наверху. Ну, это у меня две, так удобно, я им поставила. И они пользуются этими лампами. Вот у Анюты отодвинули, там под диванчиком немножечко почище, но все равно пришли мои парни, задвинули, чтобы я не таскала сама диванчик. Говорит: мама, мы сами задвинем. Все сделали Валера с Никитой. Молодцы, конечно. Прям вообще молодцы. Я сейчас здесь все попылесошу, помою потом, и будет чистенько. Конечно, я посмотрела сейчас, все взвесила по осени. Потерпим уже. Девочки потерпят уже лето. Кто в разъездах будет, кто где. И надо будет делать ремонт у девчонок в комнате. Обои эти убирать, линолеум этот. Этот линолеум еще достался нам от старых хозяев. Поэтому нам надо все будет переделывать, приводить в порядок. Вообще делать детскую красивую для девочек, чтобы она была такая. Ну вот, мы убрались, все чистенько стало. Настроение у девочек очень поднялось, и мы пошли с ними заниматься разными другими делами. Они, конечно, отправились прыгать на мат, а я отправилась готовить кушать. Там уже и Ульяна приехала, и Василиса стали мне помогать. Мы стали жарить котлеты, делать солянку. В общем, все делать к ужину, отваривать макаронные изделия. А я сейчас... Потом мы уложили детей спать, и я пошла заниматься своими руками. Время 12 час ночи. Мне надо привести свои руки, из-за которых опять пришло много девочек новеньких, и опять возникло много проблем, что с таким маникюром я работаю только на камеру, что я не могу с таким маникюром работать, что у меня, если бы, девочки, у меня была бы какая-нибудь помощница в плане домработница или еще кто-то, и руки бы у меня не были в таком состоянии, я бы только по салонам ходила, а мне некогда, я все делаю сама себе быстренько. Как сделаю себе, как я говорю себе, я на каточке всегда делаю ровно 1 минуту, потому что на себя никогда не хватает времени. Спасибо, что были с нами до конца. Спасибо, что поддерживаете нас пальчиком вверх. До скорой встречи, друзья. Мы очень благодарны вам. Пока-пока.